Добрый день! Подводим итоги тестирования смартфона Yumin Digi Crystal. Очень недорогой смартфон из числа тех, которые называют безрамочными. На самом деле рамки, конечно, есть, просто верхняя рамка такая же узкая, как и боковые. Кратко. Плюсы. Прикольный, дешевый, с хорошим экраном. Минусы. Камера, батарейка. Плохо как телефон и почкучий. Если честно, мне бы и в голову не пришло просить подобное чудо на тестирование, потому что я в свое время подробно изучал Xiaomi Mi Mix, который тоже безрамочный, но куда как более дорогой. И по результатам того тестирования я пришел к выводу, что баловство все это, в смысле безрамочности. Тем не менее, кристалл, как вы можете видеть, попал ко мне в лапу, и я об этом не пожалел. Мнение своего, правда, по поводу безрамочности не изменил, но смартфон весьма любопытный, и возился я с ним с удовольствием. Итак, что нам обещано? Ну, понятно, безрамочность. Также двойная камера, USB Type-C, датчик отпечатков пальцев, экран от Sharp, LTE и неплохая батарейка. И вся эта роскошь буквально за 3 копейки. Ну, давайте разбираться. Цена. В природе существует две разновидности кристалла. Различаются процессором и количеством памяти. За младший на Али просят от $110. Вот где-то я видел вот эту цену, вот $109,99. Старший подороже от $150. Ну, у меня на тестировании младший из кристаллов. Внешность. Ну, начнем, естественно, со вкусного, с безрамочности. Левая, правая и верхняя рамки, они достаточно тоненькие, в районе 3 мм каждая. Нижняя рамка более традиционная. Вот это расстояние черненькое в районе 17 мм. Чем плоха узкая верхняя рамка? Тем, что непонятно, куда девать то, что обычно на ней размещается. А именно фронтальную камеру, динамик, датчики освещенности приближения и светодиодик. Yumin Digi поступили следующим образом. Фронтальная камера, вот вы видите, она находится внизу. Тут же расположен светодиодик. Вот он сейчас засветился, такая полосочка беленькая, да? Датчик освещенности приближения совершенно неожиданно уехал наверх. Вот это вот отверстие кругленькое рядышком с аудиовыходом. А узенькую щелочку динамика, вот ее разместили вот здесь, на самом стыке между передней гранью и верхней. Она такая маленькая, узенькая. И никаких новых технологий, типа тех, что в Xiaomi, там, пьезоэлектрическая акустика или там датчик, который умеет работать сквозь экран, тут ничего этого нет. Все решения чисто механические, соответственно, дешевые. И, кстати, я не могу сказать, что это сильно менее удобно, чем то, что сделали Xiaomi. Но, увы, все равно это менее удобно, чем то, что у обычных рамочных смартфонов от этого не деться. Что еще нужно знать про внешность? Смартфон чрезвычайно глянцевый. Вот я его только что протирал, перед тем, как начать запись видео, вы можете видеть, что он уже весь в отпечатках пальцев. Ну, экран точно так же покрывается отпечатками. То есть пачкается на раз, два, три. Смартфон увесистый, но при этом компактный. То есть у него диагональ 5,5, и при этом по размерам, по ширине и высоте он примерно такой же, как современный бюджетный 5-дюймовый аппарат. Вот это был Honor. Да? Так, дальше. Материалы. Перед и зад это стекло. Боковушки это, по ощущениям, вполне настоящий металл. Сборка отличная, никаких вопросов нет. Аппарат не разборный. Для карточек используются традиционные салазки. Нужен, как обычно, гвоздик, чтобы их вытащить. Железо. С железом все просто и понятно. МТК 6737 это, конечно, процессор из младших, поэтому многого от него ждать не приходится. К счастью, мы живем с вами в те времена, когда и даже младшие процессоры
они уже умеют вполне терпимый уровень быстродействия обеспечивать, поэтому как бы, ну да, вы понимаете, разница с даже прошлогодними флагманами, она в разы, но при этом аппарат вполне бодрый и шустрый. Вопросов нет. Ну, подозреваю, что у старших кристаллов дела с этим будут обстоять еще лучше. Главное, чтобы было достаточное количество памяти. Старшему кристаллов там 4 плюс 64 гигабайта, это вообще выглядит, конечно, намного вкуснее, чем у младшего, но и 2 плюс 16 гигабайт, как здесь, это тоже вполне терпимо. Особенно если добавить карту памяти. Но тут надо понимать, что всю малину несколько портит лоток для карточек, который гибридный. И если вы поставите карту памяти, а вы скорее всего ее поставите, то смартфон автоматом станет односимочным. Нужен двухсимочный, покупайте старший кристалл. Там можно обойтись без карты памяти. Памяти и так много. Датчики. Освещенность. Лично мне все равно на самом деле, я автоматической освещенностью не пользуюсь, но место на торце, конечно, нелогичное. Простой пример. Ну, давайте я найду этот датчик освещенности. Вот если вы находитесь в комнате, и у вас есть обычное комнатное освещение, которое достаточно тусклое, и вот вы совершенно случайно направите аппарат куда-нибудь в окно, в котором белый свет, то экран тут же вспыхнет. Хотя при этом, казалось бы, для вас-то ничего не изменялось. Вот. Поэтому, ну, по-другому, понятно, им было датчик не поставить. Про датчик приближения, ну, который совмещен на самом деле с освещенностью чуть позднее. Так, компас есть, с компасом все понятно, интереснее с гироскопом. Сначала я решил, что он тут есть. Потом пригляделся, смотрите, вот тут надпись software. То есть гироскоп, он программный. Смартфон эмулирует его наличие. Ну и толку, естественно, от этого немного. Вот давайте я вам покажу, как себя ведет правильное устройство с гироскопом. Да? Вот. Созвездие, да, вращаем устройство, созвездия остаются на месте. Ну, плюс-минус. А вот как себя будет вести наш дорогой кристалл. Сейчас, одну секунду. Вот, вращаю. И созвездия вращаются вместе с аппаратом. То есть в реальности ни о каком гироскопе, конечно, тут речи не идет. Должен отметить, что в официальной спецификации гироскопа и нет, так что все честно. Датчик отпечатков пальцев, он, к сожалению, не слишком высокого качества. Прикладывать пальцы надо медленно и аккуратно. И плюс, если вы положите кристалл в карман, некоторое время там его поносите, то он, скорее всего, зарегистрирует изрядное количество нераспознанных нажатий. И когда вы потом аппарат попытаетесь включить, вы получите сообщение «слишком много попыток, повторите позже». Вот примерно сейчас, сейчас, естественно, кармана не было, сейчас это ясно хулиганил. И грустно пойдете вводить пин-код. Связь. Со связью все хорошо. Wi-Fi двухдиапазонный, LTE работает как надо, даже USB от ИГ есть. Экран. Экран качественный, спору нет. Приятен глазу, разрешение высокое, сенсор беспроблемный, яркость яркая. Давайте смотрите на экран. Официальная спецификация гласит, что в кристалле установлена матрица от Sharp и стеклышко Gorilla Glass 4. Раз Sharp, то, по-видимому, речь идет о матрице под названием IGZO. IGZO. Но в любом случае, даже на глаз очевидно, что это что-то IPS подобное. На сайте Corning подтверждения, что они сотрудничают с Humidity, я не нашел. Ложечка дегтя по отношению к экрану, никакого олеофобного покрытия тут нет совсем, он залапывается быстро. Софт, Нуга, 7, 64-битная. Если мы посмотрим Play Market, то увидим, что никакой сертификации от Google тут нет.
Вот, не сертифицировано. Play Market на месте был изначально, а что интересно, не было установлено Chrome. При этом поисковая строка от Google, она приколочена, удалить ее нельзя. Классификация не идеальная, надписи на английском местами встречаются. Программы из памяти выгружаются зверски. Если надо что-то защитить, допустим, у меня обычно всегда проблемы с навигационной программой, которые пишут треки, то добро пожаловать в батарейку, экономия заряда батарейки и ставим нужным приложением, чтобы они не экономили заряд, тогда они вываливаться из памяти не будут. Чувствуется, что софт нуждается в некоторой доработке напильником по месту. В частности, у меня несколько раз падал интерфейс. Вот с таким сообщением. Интерфейс системы не отвечает. Закрывайте приложение. Еще один совершенно прекрасный глюк. Это стандартное приложение телефон. Если вы попытаетесь начать набирать номер, то оно упадет на второй цифре. К счастью, это Android, поэтому можно спокойно поставить любое другое стороннее приложение и по этому поводу не париться. Кстати, с адресной книгой даже стандартное приложение работает нормально, ничего не падает. Аккумулятор. Емкость аккумулятора для нынешних времен средняя, 3000. Аккумуляторные тесты насчитали всего 105% от моего условного эталона. Это результат очень посредственный, ожидал, честно говоря, большего. Так что однозначно заряжать каждую ночь. Время зарядки родным зарядным устройством чуть больше 3 часов. Как телефон. Качество звука, если честно, на 3, с плюсом. Шумоподавляющего микрофона нет, так что собеседник будет очень неплохо слышать те шумы, которые вокруг вас. Ваш же собственный голос ему будет слышно, да, неплохо, но с изрядными левыми шумами. Микрофон явно не самый выдающийся, и громких звуков он не любит, начинает хрипеть. Вы будете слышать собеседника довольно тихо, громкости у ушного динамика немножко не хватает, особенно если вы находитесь в шумном месте. Как не вращаете аппарат, как не пытаетесь запихнуть вот эту щелочку динамика в ухо, это помогает довольно слабо. Зато звук очень неплохо распространяется не только через щелочку динамика, но и со всех сторон аппарата. Допустим, можно хоть задней стороной прикладывать к тому же уху. Датчик приближения, который расположен над экраном, над верхней гранью. Так, давайте потише сделаем. Ну вот, смотрите, я его закрываю, аппарат, естественно, экран гаснет. Если держать смартфон, как я привык, то есть совсем плоско к уху, то экран гаснуть не будет, потому что датчик не закрывается. Чтобы экран потух, нужно смартфон развернуть как-то градусов на 30 в голове. Да? Тогда он воткнется в верхней грани в вашу голову, и тогда датчик приближения сработает. Вот как это выглядит в реальности. ГЛОНАСС не обнаружен, хотя в официальной спецификации он есть. Возможно, он и есть в старшем кристалле, не знаю, не в курсе дела. Но даже без этого треки, как вы можете видеть, весьма чистенькие и ровненькие, и навигатор из кристалла получился очень даже неплохой. Хотя, конечно, возможно, придется запастись дополнительным, то есть внешним аккумулятором. Фонарик. Вспышка в режиме фонарика вообще ни о чем. Даже не помню, видел ли я когда-нибудь столь тусклые фонарики. Замочную скважину подсветить можно, но не более того. Камеры. Камеры соответствуют цене смартфона. Как бы точка. Скажите спасибо, что у основной камеры есть автофокус и что она фотографирует относительно быстро. Примеры фотографий лучше смотреть в текстовом обзоре, который вы найдете у нас на сайте helpix.ru.
Дополнительная камера. Вы можете видеть, что она двойная, да. Теоретически она служит для создания красивого эффекта боке. Вот примерно такие кадры. Практически можно эту вторую камеру заклеить пластырем, и эффект боке будет ровно таким. То есть он явно создается программным образом, а вторая камера здесь, к сожалению, чисто для галочки. Я фотографировал довольно много получается размытых, испорченных фотографий. Неважно, снимает при комнатном освещении, в помещении. А вот, допустим, в темноте, как ни странно, снимки получаются относительно приличные. Фронтальная камера примерно того же класса, что и основная. Так, мимо. То есть для аппарата за $110 она, да, вполне ничего, но не более того. Какой-то я, по-моему, немножко синенький здесь. Напоследок игры. Понятно, что железо не самое мощное, и играть в асфальт на максимальной графике я вам не рекомендую. Но в целом с игрушками проблем нет. С учетом большого приятного экрана смартфон получился очень даже игровой. Итого, безрамочность как была, так до сих пор пока и остается прикольной, но не слишком осмысленной фишкой. Пользоваться подобными смартфонами до сих пор все же чуть менее удобно, чем обычными с нормальной верхней рамкой. И в чем тогда спрашивается смысл? В экономии нескольких миллиметров высоты вот разве что. Ну плюс, разумеется, в необычном внешнем виде и в возможности порекламировать с помощью необычного продукта свою фирму. Если вам нравится необычная вещь, ну, купите тогда себе кристалл, благо он действительно недорог, и он реально забавен. В конце концов, надоест вам эта игрушка, продадите ее там на Авито или где еще там сейчас принято избавляться от ненужных вещей. Не буду я ставить кристаллу оценку, а вот Юмидиджу, да, это 5 с плюсом даже. Спасибо, молодцы. Шевелите рынок и не даете нам, обзорщикам, скучать. Продолжайте в том же духе. На этом все. Спасибо за внимание. С текстовой версией обзора, как обычно, можно ознакомиться у нас на сайте helpix.ru. До свидания.